Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, новости, что происходит и какие движения на рынке все это хозяйство вызывает. Так, друзья, давайте к календарику событий перейдем. Что тут у нас? В Америке падают цены на импорт, но здесь ситуация, она двоякая. С одной стороны, у американцев появляется больше возможностей для того, чтобы потреблять. С другой стороны, Америка таким образом построена, что ей надо что-то производить для того, чтобы это что-то потреблять. Потому что если они не производят товары и услуги, а постоянно что-то завозят, то, соответственно, здесь сама американская экономика, она рассчитана на то, что она что-то должна производить. И поэтому здесь получается ситуация, она двоякая. С одной стороны, американцы получают небольшую отдушину и возможность задешево покупать. С другой стороны, для американской экономики в целом это не очень позитивно, то, что цены на импорт снижаются. Так, далее. Индекс производственной активности Нью-Йорк Empire State 34,3, было 18,3, прогноз 18. Ну, достаточно позитивный момент. И поэтому здесь некая раскорреляция есть, то есть цены на импорт падают, и при этом индекс производственной активности он растет больше, чем предполагалось. Ну вот они, ковидные загадки-то. Так, далее. Объем промышленного производства месяц к месяцу. Он соответствует прогнозу, но он меньше, чем был до этого, ранее. И объем промышленного производства год к году, здесь идет снижение по сравнению с предыдущим значением. Зато запасы сырой нефти упали больше, чем предполагалось. Соответственно, это очень позитивно для цен на нефть и сейчас и в ближайшей перспективе. Но здесь Америка оказалась богата в этом году осенью на ураганы. И, соответственно, эти ураганы, несмотря на всю сложность воздействия на энергосистему Соединенных Штатов, на текущий момент они в большей степени оказывают такое влияние, что взвинчивают цены на нефть. Вот данное действие, оно, конечно, очень неприятно для Китая, потому что китайская экономика сейчас находится в очень непростой ситуации, и дополнительный рост цен на сырье, особенно на нефтепродукты, он может эту ситуацию в ближайшее время уже усугубить. Так, друзья, но сегодня S&P 500, это дневной таймфрейм, он консолидируется. Как видите, уровень 4450 выступает достаточно сильной поддержкой, не дает ему провалиться. Ну и, соответственно, в текущий момент мы весьма вероятно будем вот эти 2 дня, даже, наверное, сегодняшний день, в диапазоне верхней границы это 4490 и, соответственно, нижняя граница 4460. Завтра и в понедельник, соответственно, будет решаться судьба, что там произойдет в связи с теми событиями, которые с деривативами намечаются. Плюс там в общем идет подготовка отчетности, закрытие третьего квартала. И, соответственно, вот здесь вот могут быть варианты. Либо завтра что-то может скрестись, либо в понедельник. Ну а сегодня достаточно все позитивно. В диапазоне он болтается, отскочил от 4450. Ну и, скорее всего, где-то закрытие будет, наверное, в районе 4470, я так предполагаю. Так, друзья, далее VIX. VIX сегодня припадает. Пока не совсем ясно. То есть это действительно развилось движение вниз в район 17-16,5. У нас грядут пятница и понедельник, очень непростые дни, когда могут существенные движения вниз на фондовом рынке произойти. Соответственно, ВИКС может улететь наверх. Поэтому с ВИКСом пока до конца ситуация для меня лично не ясна. Движения здесь весьма загадочные. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но здесь у нас идет движение в боковике. Ну и пока что-то не особо происходит. Семилетний цикл завершения укрепления доллара, который должен привести к тому, что доллар будет снижаться относительно евро и других валют. Пока что он вполне комфортно в этом боковике ходит и снижаться не планирует. Так, друзья, далее крипта. Давайте посмотрим эфиринки, что с ними происходит. Дневной таймфрейм. Ну, смотрите, сейчас вот сегодня-завтра должен решиться вопрос с пробитием уровня 3550-3570. Соответственно, если этот уровень пробивается, у нас отсюда развивается движение, цель которого для начала пробить
7020. Но там в зависимости от биржи оно может меняться. Там вот этот максимум локальный, он в диапазоне от 4010, по-моему, до 4035. Ну, в зависимости от бирж, плюс-минус туда-сюда должен быть на объеме пробой, и, соответственно, тогда мы уходим на переписывание исторического хая, который находится в районе 4400. Судя по всему, по крипте сейчас началось движение. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту немножко как бы высадились. 1796 пробили, но на текущий момент оно вот консолидируется в диапазоне 1792-1796. Соответственно, если уровень 1792, ну точнее здесь уже диапазон вырисовывается 1792-1789, если этот диапазончик сейчас будет удержан, то, соответственно, завтра весьма вероятно будет движение наверх, отбой, и цель движения будет в районе 1801-1802. Вот сюда, вот к этим значениям. Так, друзья, далее нефть. Ну, нефть сегодня shift the expansion, превосходя ожидания. Я думал, что вот, ну, 75 и, может быть, чуть выше, там 75,5, она улетела на 76. Сейчас смотрите, здесь, я думаю, следующим образом будет складываться ситуация. Вот уровень 75, 74,8. Если этот уровень будет удержан, если здесь пробитие не происходит, то у нас отсюда открывается движение, следующая итерация, тестирование пробой 77,5. Если происходит, то ближайшая цель будет 84, возможно 94. Мне пока в такое движение не особо верится, но судя по тому безумию, которое творится с газом, газогидон натуральный, в принципе нефть тоже могут за компанию наверх куда-то затянуть. Так, друзья, далее газ, природный газ. Здесь движение идет, судя по всему, будет следующая точка остановки, попытки разворота, это 6,5. Сейчас на текущий момент, судя по тем объемам, которые выходят, ну пока что никаких оснований для разворота и отката нету. Здесь есть уровень, который проходит 4,872. Если этот уровень пробивается, тогда будет возврат на 3,85. Пока оснований для такого движения не вижу, потому что вопрос с дефицитом газа не решен. Соответственно, здесь на текущий момент было бы логично потестить 6,5, а дальше по обстоятельствам. Либо пробой, либо коррекционный отбой. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Дневной таймфрейм. Сегодня рубль-доллар пробил все-таки 72,5. Ну, точнее, диапазон сначала 72,65, 72,8 и потом 72,5. Ну, при такой нефти должно быть движение на 71,5, но пока мы не видим особого энтузиазма в движении в укреплении рубля. То есть, ну, видимо, есть какие-то факторы, которые тормозят, хотя при такой цене на нефть и газ, то есть, ну, здесь движение, оно просто обязано быть уже, там, не знаю, на 69, а то и 64, а то и далее вниз. Видимо, его здесь сдерживают, и какое-то движение, оно вообще через силу идет на укрепление рубля. Так, друзья, давайте часовой таймфрейм посмотрим. Сейчас 20:11 по Москве. На часовом таймфрейме идет попытка развернуться в паре рубль-доллар. Ну, смотрите, на самом деле, если вот движение в ближайшие час-два не продлится, не будет пробоя 72,3, то весьма вероятно вот эта консолидация, которая сейчас здесь происходит, она приведет к отскоку, у которого цель движения будет, ну, для начала 72,65, попытка вернуться в этот диапазон. Если сейчас в ближайшее время будет пробой вот этой пимпочки, то у нас цель движения сначала 72,1, ну и потом, соответственно, 71,5. Здесь, конечно, очень сильно напрягает то, что ну, при таком значительном росте нефти и газа рубль, ну, он как бы вообще полуживой, не укрепляется, держится в районе 72-73 и особо ему ходу на укрепление не дают. То есть, ну, когда такая ситуация, здесь очень часто это приводит к тому, что потом, когда валютой закупаются, происходит отскок. Так, друзья, ну вот еще вопрос постоянно задают по поводу Фосагро. Недельный таймфрейм, ну смотрите, здесь у нас должен сформироваться пробой уровня 5200. Если этого пробоя не будет в обозримом
в будущем 1-2 недели, то, соответственно, отсюда у нас возникает коррекционный откат, у которого цель движения, тестирования и пробой 4400. И в случае пробоя этого значения следующая цель движения будет находиться в районе 3500-3400. Вот сюда вот. Но опять же, здесь, судя по тем объемам, которые идут, весьма вероятно, в ближайшее время все-таки будет пробой. Ну, а дальше посмотрим. Если закрепление выше 5200 происходит, то следующая цель движения у этой бумаги будет находиться в районе 5600. Так, друзья, ну и далее евро-доллар. Давайте дневочку возьмем. Но здесь ситуация следующая. Вся игра идет в районе диапазона 1,18-1,1790. Соответственно, если вот этого пробоя здесь в ближайшее время не возникает, то евро сломает доллар и будет движение, ну, как минимум вот сюда, вот в район 18,82. Вот сюда вот. Соответственно, либо в ближайшее время, ну, до конца этой недели будет пробой 1,1790, тогда как бы здесь уже ничего не поделаешь, евро уходит на 1,16 даже, наверное. Если пробоя не будет, мы с вами по сотам видели, там спекулянты делают ставку на то, что произошел перелом, и евро против доллара будет расти. Соответственно, колебания выше уровня 1,1790 приводит к донабору позиций и движению вот к этому значению. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты. Спасибо за внимание. Хороших торгов. До завтра.